Еще раз всех приветствую. Ну что ж, сегодня у нас свежайший выпуск так вами любимой рубрики «Умеет ли?». Сегодня будем разбираться по факту, умеет ли играть на гитаре рифы господин Зак Вайлд. Кстати, Сляков, думаю, все прекрасно понятно. То есть там мега запилы, супер двойки, прекрасные вибрации, флажолеты, бенды, в общем, соляки, все здорово. А вот с рифами посмотрим по факту, есть ли вообще вопросы или их нету. Значит, прежде чем мы начнем, опять же, напомню, даже нужно поставить лайк этому видосу, подписаться на канал. Напомню, что это первый гитарный канал, самый основной. То есть здесь, опять же, легендарная рубрика «Умеет ли?», куча уроков всяких, то есть что только нету. В общем, и он начинал именно первым на российском гитарном ютубе. А возможно, кстати, на ютубе мировом. Так вот, значит, напомню, что доступны для заказа прекрасная гитара «Инспектор Император», все ссылки в описании, плюс датчики Фокин Император. Ну и, конечно же, опять же, подписываемся на Бусти, поддерживаем канал, в том числе вступаем в группу в Телеграме, то есть заходим обязательно на стримы. И напомню, да, что Джейс возвращается, теперь на вокале Аймори, легендарная, то есть тоже у него огромное количество подписчиков, большой достаточно канал, и, в общем, трек инструментал уже чистовик записан, поэтому ждем чистовик вокала, и скоро будет трек выходить. То есть для затравочки поставил небольшой кусок, то есть здесь все как вы любите. Ну, тут там будет, естественно, тоже мелодичные припевы, всякие запоминающиеся, но я поставлю кусочек более рубильный. То есть здесь никакого там чахлого слеера, War, Blood War, а все реально мощно, с гвоздями, с топовым расщепом, в общем, все качево по-взрослому и так далее. То есть, в общем, синты, богатые аранжировки, все как надо. Так что, в общем, да, все ссылки в описании. Обязательно вступаем во все группы, которые указаны в описании. И, в общем, скоро трек выйдет, и обязательно будем продолжать. Ну, а сейчас давайте разбираться с Зак Вайлдом, с его умением играть рифы. Поэтому лайкуем и давайте приступать. Наверняка вы знаете, что обычно у нас на стримах происходит полный угар. Рождаются новые мемы, приколы и много всего другого. Однако согласитесь, что не всегда есть время на просмотр всего стрима целиком. И вот тут на помощь приходит канал «Орел без мотика», где собраны лучшие моменты со стрима в удобном формате. На этом канале вы сможете найти свежие нарезки, которые публикуются прямо во время проведения трансляций. Только самые лучшие и яркие ржачные моменты. Стабильный график выкладывания нарезок, так что можете не переживать, что упустите что-то важное. Если пропустили стрим, можно всегда быстро вникнуть в суть происходящего. Здесь собраны ключевые моменты со стрима, включающие образовательный контент, реакции, оценки музыкантов, лайфстайл и многое другое. Также на канале иногда будут выходить эксклюзивные нарезки со старых стримов, которые пробьют на ностальгию. Так что залетайте, подписывайтесь, делитесь с друзьями и угорайте вместе. Ссылка будет в описании. Итак, что касается Зак Вайлда и его игры рифов, дело в том, что сейчас в обществе назрел такой вопрос, типа, что вообще происходит? Посыпались видосики всяких там этих каких-то фестивалей, концертов с Пантерой и так далее. И особенно людей немножко удивило, потому что все-таки народ достаточно сильно прокачал в плане слуха вкуса. Теперь многие уже понимают, что такое высекание, что такое хлеб, кто такой Тони Айоми там, или какой-нибудь Джимми Пейдж, кто такой нормальный гитаристы. Ну и давайте посмотрим, допустим, этот пример. То есть у людей возник запрос резонный, типа, а не является ли вот это вот просто никчемным, поганым, хлебным, вонючим ковырянием жеваным? Ответ – да, является. То есть здесь не сыграно нормально ни одной ноты, то есть здесь получается вот такой вот апстрок, все не глушится, то есть опять же, да, то есть, напомню, что у меня на канале все это разжевано, есть видосы по поводу апстроков отдельно, да, то есть как его развивать, как сделать, чтобы он реально был нормальный, пробивной, мощный, как глушить, чтобы не было чавкания, то есть все это есть, у него сыграно примерно типа что-то вот такое, просто болото, жижа, да, то есть опять же мощу тут не хватает резкости, чтобы нормально глушить, нормально вот тут вваливать, высекать, эти все места. То есть на такое даже близко не хватает мощности. Говорят, да, что он сейчас пьет какие-то таблетки, там еще какие-то проблемы, но на самом деле все это идет, скажем так, издалека, да, это не потому, что он сейчас там сильно просел, потому что все равно, условно говоря, какие-то соло, как-то он играет, то есть вертушки все равно гоняет, флажки свистят, но вот с этим были на самом деле проблемы всегда. И смотрите, допустим, вот я для себя это давно уже открыл. Вот видос, допустим, 2006 года, то есть пик формы, 20 лет назад, супер молодой, супер злой и так далее, в общем, максимально заряженный, и я этот видос видел, конечно, не 20 лет назад, но, может быть, лет, наверное, 10 назад. И, собственно говоря, все понял. Давайте сейчас будете тоже со мной вместе понимать. Ну, то есть, все, я думаю, уже понятно, да? Зрители моего канала постоянно понимают, что здесь не высечено ни одной ноты, то есть все такое, все выдавлено, вот эти... Все чавкает, не синхронно, то есть о том, чтобы именно реально дать бетончик, чтобы дать настоящего прям твердо. И чтобы прям вот...
На такое, конечно, у него силушки не было никогда. Значит, какие здесь причины? То есть я думаю, что все-таки в первую очередь он больше всего упарывался всегда по солякам, и рифы шли просто как бы так, по боку. Поэтому этот аспект у него остался полностью как бы не развитый на уровне, ну, практически младенца. Плюс к этому фундаментальные как бы ошибки, которые не особо влияют на пилилово двоек, но для рифов они просто критичны максимально. Да? Когда рука падает назад, напомню, что рука падает назад, не будет палмьюта, то есть будет вот такой палмьют. То, что мы слышали, опять же, на Cowboys from Hell, да, там типа бетончика даже близко нет. Опять же, появился бетон, нужно руку отодвигать сюда, то есть чтобы именно полностью она находилась. Вот палмьют, а вот это калмьют. Плюс к этому он всегда играет с опорой на струну, да, то есть получается, что, условно говоря, когда он какие-то вещи высекает, да, то есть там это еще может проканать на таких вещах, но на рифах нет, потому что здесь оплетки, здесь вот так вот играть, это ведет как бы сразу к хлебному царству. Значит, потом еще что? Да, то есть, видите, он все играет с опорой всегда, то есть опираясь на струну и вот так вот аккуратно выдавливая. То есть, опять же, надо не выдавливать, а всегда именно высекать, да, то есть звук нормальный рифа образуется именно когда идет. То есть, опять же, играя каждый интервал, каждую там квинту, кварту, неважно, всегда должен быть замах. То есть. Вот оно. Не вот это вот. То есть, как только вы стартуете со струны, всегда получается... То есть, просто обычный придешь бегемот. А вот это вот... Это уже настоящий прям бетон. Годзилловские шаги. Дальше. То есть флажолеты божественные, здесь никто не спорит, но все остальное просто дресня из-под ногтей. Просто дресня. Причем видно, что ему тяжело, то есть, когда вы видите гитарный хавчик, когда человек играет там... Вот это вот поедало, вот Джим Керри, когда начинается, маска... То есть это значит, все-таки очень тяжело идет, прям очень тяжело. Поэтому, конечно, все эти вещи ему нужно переделывать, перерабатывать. Вот это даже банально. Видите? То есть он, вот, то есть он не может нормально по струне долбануть вот так вот. А получается, все перемещения, вот это вот все, то есть видно, что он как бы не чувствует, как это правильно делать. Просто привык больше играть по тонким струнам, когда смещаешь, то есть там все-таки как бы такой срач его меньше, да, то есть когда перемещаешься, есть тоже свист, но не такой, как здесь. Поэтому здесь, видимо, привык просто вот так вот смещаться позиции, как бы менять и не перепрыгивать. А напомню, что такие вещи делаются через суперудар. То есть сыграл, заглушил, то есть вот он, да, что он делал. Вот, и ни единого шурша, как бы, здесь, естественно, быть не должно. Да, вот это все с рассинхронами. Плюс, опять же, типичная ошибка, да, то есть ставить пауэр-аккорд там, где он не нужен. То есть у него не звучит пауэр-аккорд. Пауэр-аккорд имеет смысл ставить, если ты будешь играть вот такую какую-нибудь штуковину, особенно если, допустим, с апстрока, да. Тогда имеет смысл, когда ты играешь просто какую-то там... То есть нет даже смысла городить вот целиковую конструкцию с пауэр-аккорда. Да, вот это все сыграно просто вот... То есть в звуке Молчана, помните, как Молчан пытался играть Master Puppets, там просто лебедь, рак, щука. То есть первая же нота, все просто... Еще и мимо барабанов. То есть здесь примерно похожий эффект. И очень тяжело, прям... Вот так вот, но не идет там. Да, все вот такое, типа... Вместо того, чтобы... То есть такие штуки, опять же, играются всегда вот на отскоки, то есть... Они... Вот это... Это и есть как раз тот самый жеванный бабушкин хлеб. Поэтому вот этот момент у него просто, ну, абсолютно не доработан. То есть с ним нужно сесть хотя бы так, не знаю, ну, часика на 2, внимательно тет-а-тет, не торопиться, чтобы он русский подучил, и тогда я нормально ему все это объяснил, потому что вот в таком виде это звучит просто ужасно. Поэтому я всегда за объективность, да, то есть у меня нет какого-то там, ты хейтишь там Тони Айоми там или... Хотя, кстати, Тони Айоми казалось, да, что чувак достаточно херово, помимо того, что торчок, там было еще интервью, как бы его дамы, что он там ее
достаточно сильно и наваливал. Ну, то есть понятно, что в основном все-таки эти персонажи, да, которые ничего не научились, там всякие Пейджи и подобные какие-то Блэкморы, то есть все это неприятные персонажи. Все говорят, тоже Блэкмор какой-то чванливый, там, хер и так далее. То есть и Айоми Торчок тоже какой-то, который там, типа, с чиками дрался. Лучше бы вышел бы на гитарную дуэль. Просто там он бы всем просрал сразу, а так, конечно, там, чику дома свой херачить, это, конечно, настоящий, боец, в кавычках. Поэтому, как правило, вот эти персонажи, они еще помимо того, что ни хера играть не умеют, так плюс еще и крайне неприятные как бы в жизни. Ну, соответственно, Зак Вайлдич, я говорю, что в целом уважение есть, то, что неплохо раскачался Лики, но вот этот момент, это просто ужасно. То есть это как бы действительно подается как, типа, некая такая школа, типа, что это там пример один, давайте посмотрим, типа, и вот, условно, какой-то новичок будет смотреть это и думать, что это нормально. Что это вот дресня. Вот это вот все, как бы, таракани бегаете. Нет, это совсем не здорово, совсем не здорово. Да, еще не строчки проскакивают. Right there. То есть видно, что он полностью максимально здесь трезв, то есть можно скинуть как бы там типа заквал, там пиво, виски, еще что-нибудь такое, там кола. Но здесь он видно, что полностью трезвый. Абсолютно. Трезвее некуда. Флажолеты, да, мое почтение. По остальному, конечно, в плане рифов двоечка. Сейчас посмотрим, что-нибудь еще там есть. Драпанется сейчас. You got two of these. All right, so I'm going to key the main, obviously the chunky main riff, and then it goes into the ну, как чанки. То есть чанки это должен быть как раз, когда просто максимальный как бы бетонный риф. Что он именно прям чанки был. Вот это чанки прям как... У него чанки вряд ли получится. Не, это very хлеб риф. Это как бы чанки 0%. Да, видите, вот здесь по таким вещам все понятно, да? То есть он не умеет не глушить, то есть он играет... То есть я же без дропа, но не важно, да? То есть должно быть, опять же, вот замах нормальный, вот оно, пробитие, и потом глушение. Ну, опять же, не буду все пересказывать, как это все делается. Все это на канале разжевано. Он это делать просто не умеет. То есть, понимаете, да, что человек не умеет просто долбануть по нулям с нормальной как бы мужской атакой, дать твердого, да, и нормально приглушить. Не умеет. У него получается... Riff right there. Then the other riff is... Да, опять же, не отполнить, потому что рука в ту сторону вывалена. Все шуршит, чавкает, звукоизвлечение вот такое. То есть, ну, все понятно. То есть, в целом можно дальше его не мучить. Значит, еще раз, вердикт, да, то есть Зак Вайлд играет риф на уровне примерно новичка. То есть там пробиваются какие-то элементы в духе там флажков, такие виртуозно профессиональные, но все остальное это просто хлеб. То есть беда, хлеб, и это уровень игры, как бы, ну, я так играл рифы примерно где-то, может, когда я 1,5 года играл на гитаре, примерно так, может быть, год с копейками. Кто слышал, допустим, там «Сдохни за металл» треки, там я играл уже, по-моему, года 2 с чем-то, там уже рубка намного крепче, чем вот это. И это не значит, что я какой-то там ЧСВ, там супер, как бы, там талантливый рифовый гений, нет, просто я считаю, что играть рифы хуже, чем я, но это все, это просто максимальное дно. Это уже как бы человек просто, ну, на ноль можно множить. А у нас в РФ риф играет, ну, как бы нормально только блинов, хлопает с соларом и буквально еще, то есть, ну, до 10 человек. А остальные, как бы, все, как правило, что-то примерно подобное происходит. Это печально. Поэтому я борюсь, чтобы такого не было, чтобы люди реально, как бы, нормально прокачивались. И чтобы не играть вот так вот риф, потому что это просто максимальный позор. Поэтому Зак Вайлду за сольную игру вот так вот, за рифовую игру вот так вот. А здесь, как обычно, была только правда об игре на гитаре. Поэтому подписывайтесь на Первый гитарный, ждем трек Саймори. И, в общем, всем до скорого. Всем пока. Итак, вы музыкант. Или стараетесь им стать. Существует много действительно нужных мелочей, которые пригодятся любому, кто связан с музыкой. В этом огромном мире звуков важно контролировать каждый этап, от идеи до финального результата. Для записи вашей заготовки вам понадобится более универсальный язык, нежели табулатура. Объясняется это тем, что в миксе будет не только гитара. Базовые знания теории пригодятся на всех этапах, но здесь особенно. Любую идею придется как-то развивать. Тут-то в игру и вступает гармония, построение аккордов, их движение, а самое главное – понимание того, что делать дальше. Все уже просчитано до нас. Хороший материал – это очень хорошо. Хороший материал в хорошей аранжировке еще лучше. Вся фактура вашего произведения напрямую зависит от множества факторов, с которыми можно и нужно уметь работать.
каждом учебном заведении существуют отдельные преподаватели отдельной дисциплины. И каждая дисциплина важна, если есть задача подготовить действительно хорошего специалиста. Итак, вы музыкант или стараетесь им стать. У нас есть для этого практически все. Гитарный, теоретический и бас-гитарный курсы занятий в очном или заочном формате и вся необходимая часть по аранжировке и композиции. Информация в описании.